Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сейчас раннее утро, там 6 с небольшим. По ходу дела у нас сегодня тоже тепло, солнечно. Варю кофе, да, вот кофеварка брызгает. Ушастик завтракает у нас. Не доел с вечера, и сейчас буду готовить себе завтрак. У меня тут с вечера все приготовлено. Уже надо разогреть бутер. Разогреваю в ростере. Так, и буду делать маску. Давно вот такую глиняную не делала. Хвойную. Сейчас сделаю. И тоником сначала лицо протру, вот вербена. Короче, обычный такой уход. Уже нанесла. Ой, мерзость. Завтрак. Как всегда, каша, салатик, бутерброд с хлебцем, кофе, свечки и видосики. Люблю как раз завтракать за просмотром чего-нибудь приятного. Про раскраски, про косметику, какие-нибудь лайф-влоги. В общем, что-нибудь интересненькое. Из лайф-влогов это Мари Лайф обожаю смотреть. Очень мне нравится. И сейчас убираюсь. Точнее, как? Сейчас на велотренажере позанимаюсь, буду убираться, потому что вот с этого ковра все сыпалось, а я устраивала фотосессию. Сейчас покручу тут педальки и примусь. На мне такая домашняя пижамка, костюмчик. Это у меня перекус. Вторая порция кофе и тыква. Тыква вообще очень вкусная. Мне прям нравится. Раньше я сырую никогда не ела. Другой день. Сегодня воскресенье, мы с ученицей идем гулять, у нас занятия. Вчера пекла шарлотку, да, это уже не ПП, причем только на желтках. Но сегодня такой день, что я себе позволяю неполезное. На желтках я пекла впервые. Необычно достаточно, она обычно, поднимается гораздо больше, но и тут нормально поднялась. Вот так у нас проходят занятия, в том смысле, что это для ученицы. С беленьким это ПП-пирог на белках, а справа это шарлотка уже не ПП. Тоже принесу и то, и другое угостить, а это в заморозку. Я не знаю, как это поведет себя в заморозке, но это мне как минимум на неделю, на две. Так, иногда перекусить полезное. А еще с собой беру для себя омлет, салат. Вот такие у нас 2 контейнера. Ученица тоже возьмет. Так, мы в кафе. Пришли в парк Дружба. Почему, собственно, мы оказались в парке? Точнее, мы как бы собирались погулять. Но мы сначала зашли в кафе. Зашли совсем за другим. Короче говоря, у нас сорвалось занятие 2-й раз подряд. То есть я, хоть и не хочу считать убытки, но у меня сорвалось занятие опять по причине студии. Ключи они никому не дают, они там их оставляют в определенном месте. Мы пришли, спросили, ключей не было. С вечера я это выясняла вопрос, сказали, все окей. Ученице я абонемент, естественно, продлеваю, потому что это не ее косяк. Я в бешенстве, ученицу тоже, и мы вынуждены менять место. Но мы собирались дальше поехать гулять, поэтому просто это сделали несколько раньше. Мы хотим посмотреть здание речного вокзала. Ученица-то все это видела, так как живет недалеко. А я хотела посмотреть, и вот меня Юль пригласила. За что огромное спасибо, потому что и в тот раз мы гуляли, я приглашала в парк Ходынское поле, мы шикарно погуляли. И вот сейчас у нас такая планируется замечательная прогулка. Мне уже все нравится. Чудесный парк, кайфовая энергетика. Скорее всего, еще как-нибудь приеду погулять.
Ну и нам повезло с погодой, все так классно. Сделаю, конечно же, и фотки обязательно. Снимаю на новый смартфон. Честно говоря, я очень надеюсь, что качество будет хоть адекватное, потому что я уже подумала, что надо снимать влоги на старый смартфон, например, обзоры вот на этот. Тогда все будет более-менее в порядке. Я еще волнуюсь, потому что будет много маленьких фрагментов, естественно, потому как прогулка длинная, одним кадром не снимешь. И что будет на выходе после монтажа, тоже представить себе довольно тяжело. Вот. Ну, короче говоря, мы предпочли с ученицей думать так, что нам просто дается возможность насладиться хорошей погодой, погулять, пообщаться, а потанцевать, поработать мы еще успеем. В конце концов, непогожих деньков будет много. В любом случае, компания у меня просто потрясающая. Собственно, у меня все ученицы замечательные, мы со всеми дружим, и нам всегда весело и на занятиях, и мы же гуляем, и шопимся, и так далее. Все вместе. В общем, сейчас идем к речному вокзалу. Как-то все удачно складывается. Я, правда, очки от солнца не взяла. Я не знаю почему. Как-то выложила их из сумки к осени, и все. А они иногда и зимой нужны. А осенью тем более. В общем, потихоньку движемся. Двигаемся. Я вообще на речном вокзале, вообще в районе, очень давно не была. Когда-то бывала часто, но в любом случае здание речного вокзала я не видела. Вот как раз мы идем по переходу. Будет очень интересно посмотреть. Я в Инстаграм у многих видела фотки, так что теперь и сама посмотрю. На обратном пути для Инстаграма что-то пофотографирую, ну и себе на память. Сейчас пока что видео снимаю. Пару лет назад, тоже где-то в октябре, в Питере также повезло с погодой, и мы ездили в Пулковскую обсерваторию. Ну а сейчас тут отдыхаем, что тоже хорошо. Пока идем, наслаждаемся ароматом трав. Прям реально классно пахнет. Ну и понятное утро. Так как у нас занятия с 9 до 10 должны были случиться. Ехать недалеко. Поэтому еще даже так трава влажная от росы. И ароматы шикарные, помимо погоды. Хорошо тут все обустроено. Чисто, красиво. Много всяких палаточек с вкусняшками, с кофе. Но у нас с собой много всего. Как оказалось, и вот Юля взяла с собой уже в термосе чай. Я тоже взяла термос, так что все попробуем. Всем угостимся. Ух ты, какая красота! Хоть и красный цвет не люблю, но иногда так что-то эффектно с ним смотрится. Подходим к вокзалу. Мне нравится, очень он так красиво выглядит. Отличное, кстати, начало дня. Вошли внутрь, мне так понравилось здесь и охрана, и все прочее, очень вежливые, позитивные. Как-то сразу так все это улыбнуло.
Люблю я такой стиль, поэтому интересно все это посмотреть. А здесь вот получается такая типа выставки про метро. Как видите, старый еще турникет. Потрясающе просто. Первые турникеты. Вот можно почитать, поставить на паузу. Надеюсь, что видно. Эмблема метрополитена. Какая прелесть. Тоже читайте. Я еще раз прошу прощения, я к новому смартфону привыкнуть непросто в плане видеосъемки, потому что много нюансов, и это не сразу. Но потом все будет хорошо. Надо просто понять, что и как. Кодировщики билетов. Просто ставьте, если что, на паузу, и можно будет почитать. Я, конечно, стараюсь помедленнее снимать. В общем, мы никуда не спешим, но все-таки. Очень интересно. Я такие вообще вещи люблю. Ридер. Но это уже современное. Вот это я помню. Это я застала. Не, ну понятно, что застала, но имеется в виду, что отложилось в памяти. Хотя, когда я захожу в метро, я об этом... Да, это разменные автоматы, если что. Я об этом как-то и не помнила, но когда увидела, думаю, да, было такое дело. Пользовались. Вот это, понятное дело, что я застала, но не помню, пользовалась или нет. Вот прям вообще не помню. Возможно, в тот момент я как-то... Нет, ну я всегда активно пользовалась метро, но, возможно, мне родители билеты покупали, потому что, да, одно время всегда там папа заранее купит. Может быть, как раз то время самое. Как интересно вообще все. Ух ты, электроника. Часы вот, которые наверху. Как видите, время... Мы как-то быстро. Часовые станции. Жаль, конечно, что придется менять студию, но... Вот. В общем, классные часы там наверху. Проездные билеты. Ну, это да, это тоже было. Но вот так непосредственно сама я вряд ли пользовалась. Просто помню. Столько всего поменялось за последние годы. Но это тоже помню. Так что интересно вспомнить. Мне тема метро, всяких поездов, машин, это мне очень нравится. Ну вот у меня ученица уже вперед тут посмотрела все, сказала, что да, мы удивились. Нет жетонов, тем более, что жетоны-то разные были. В том числе, я помню, такие у меня сохранились пластиковые, салатовые жетончики или желтенькие, прозрачные где-то лежат. Очень странно. То есть коллекция здесь не полная, но много чего имеется. Интересненько. Ну, вот какие-то карточки, конечно, я помню. Это уже посовременнее. Ну, современные они вообще дизайн-то меняют постоянно. Сейчас уже все смартфонами. Ну, не все, но многие. Потолки красивые. Вот, уже вышли на улицу. Тоже красивое оформление. Я вот так понимаю, что смартфон в первые секунды начала записи начинает как-то не очень хорошо снимать, потом фокусируется. А суть в том, что бывают такие моменты, когда нет времени вот это вот выждать. Да, классный воздух и вообще и красота. Вид шикарный.
Вот вроде бы только-только вошли не так давно, а уже прям настроение изменилось, и там то, что косяки в студии, это уже как-то отошло на второй план, если не на третий. В общем, надо принять ситуацию, как оно есть. Значит, пришло время менять студию, вот и все. Будет что-то лучше. Конечно, мне Новослободская была удобна, очень удобно, но вот мы как раз-таки обсуждали сейчас то, что ощущение, что за 600 рублей в час мы просим милостыню, понимаете? Как будто мы просим пустить нас в зал за бесплатно. Но это не так. 600 рублей в час – это немалые деньги, хотя сейчас есть студии, которые берут больше, есть, которые берут меньше. Вот мы уже нашли, где по 200 с чем-то рублей за час, что весьма бюджетно делает занятия более доступные людям. Возможно, это будет Сретенский бульвар, вот Чистые пруды, Тургеневская. Возможно, будет Новокузнецкая. Мне, конечно, и равно как ученица Новокузнецкая, Третьяковская, это ближе, по прямой без пересадок, но мне не совсем предпочтительно, потому что я не люблю этот район, и оттуда пешком уже не совсем приятно идти, куда-то гулять. С Новослободской и ближе, и приятнее. Ну, со Сретенки тоже будет, там прошло все мое детство. Поэтому, наверное, мы остановимся на Сретенке. Скорее всего, тут уже воды, естественно, нет. Но, тем не менее, вот. Ну, ученица сказала, что, конечно, Новокузнецкая, Павелецкая будет вообще шикарно, но, учитывая даже, например, стоимость на Сретенке, то тоже будет шоколадно. Там-то на Новокузнецкой и мне пересадку не делать, и ей не делать, в принципе. На Сретенку придется сделать пересадку, но цена там шоколадная, как говорится. Фонтанчики. Это мы уже вышли из здания вокзала, и, в общем, непосредственное здание вокзала, это тоже здание, но имеется в виду, вот мы так по улице гуляем, смотрим фонтаны, тут все это соседствует с зоной ресторана, вот тут ограничитель стоит. Если вы еще не были, то советую, потому что посмотреть есть что. Действительно. И место красивое, архитектура, вообще зрелищно. Можно хорошо провести здесь время. Конечно, классно. Сейчас сделаем такой небольшой для себя отдых, в том смысле, что сядем, попьем чайку. Ну, тут какие клумбы классные, и детские площадки, их тут очень много. Вот, пожалуйста, еще один шикарный вид. Идем гуляем. Ну, уже будем потихоньку возвращаться в парк Дружбы и гулять уже основательно там. Классно, так, небо шикарное. Решили еще здесь подняться, посмотреть. Какой тут вид открывается. А вид очень интересный и красивый. Отсюда тоже сейчас сделаю фото. Да. Как-то все-таки качество съемки меня не радует. Ну вот понять бы, в чем дело. Белочка. В принципе,
Я все же склоняюсь к тому, что этот телефон не как бы не подходит для влогов. Ну, по крайней мере, для длинных влогов, когда снимаешь небольшими фрагментами, либо надо покупать уже платную программу, скорее всего, потому что моя очень хорошая, но требует... Ну, там можно только 20 файлов склеить. Когда гуляешь в парке или где-то еще снимаешь много. Панорамные качели. Тут у меня перевернулась камера, не заметила, извините. Ну, в общем, сейчас будем качаться. Выбираем, где это лучше сделать. В общем, решили немножко переместиться на другие качели с другим видом. Вот здесь. Сначала сюда покачаюсь. Вас раскачаю. Тут их 20 штук. Вот. Кайф. А теперь я перевернулась. В эту сторону мне вид нравится больше. Там тоже красиво, но... Короче, я предпочитаю этот вид. Там есть и то, что мне не совсем нравится. Здесь качели повыше, конечно же. Раскачиваться сложнее, но потом, когда раскачаешься, получается даже выше, чем в авиапарке. Это здорово. Ну и Юля меня снимает. Ну вот, как я говорила, сначала, поскольку они высоковаты, вроде сложно сначала раскачаться, но зато потом легче. В авиапарке они пониже чуть-чуть, но здесь выше потом в итоге раскачиваться получается. И держаться здесь поудобнее. И, может быть, за счет высоты, кстати, и ноги, и руки не так устают, как там. Но мне понравилось здесь и безумно нравится там. В общем, получаю удовольствие, это какой-то вообще невероятный восторг. Хочется тут даже подольше задержаться. Не, ну я понимаю, что если я просто перекачаюсь, то потом проблемы будут. Укачают. Да и холодно. Ну как, у меня руки мерзнут всегда. Поэтому да. Туалет. Вот все так солидно. Ну и вокруг красота, как видите. Туалетов тут много. Посмотрите, как все оборудовано. Это вот туалет в парке. И пеленальные столики, и мойка. Продолжаем нашу прогулку. Все для меня новое и интересное. Вот здесь вот спортивная площадка. Ну, конечно, местные жители не очень этому были рады, и я их понимаю. Но, как я вот сказала сейчас Юле, что хорошо хотя бы спортивная площадка, а не какая-нибудь парковка. И на спортсменов поприятнее смотреть, чем на что-то еще. Вот это сооружение, детская площадка, весьма странная. Тут, конечно, как я поняла, претензии местных жителей, что могли бы сделать газон, сколько травы уничтожили. Хотя бы как на футбольном поле. Ну да. А так очень красиво. Вот маленький такой пруд. Ну тут не один водоем. Стараюсь снимать побольше. Чтобы и вам было что посмотреть. Может быть, вы еще не были в этом парке.
И это вас смотивирует сюда съездить. На самом деле, действительно рекомендую. Место такое приятное для прогулок. И, кстати говоря, здесь вот все вот эти палаточки, которые с кофе и так далее, у них невысокий ценник. Обычно в парках завышают, и кофе там от 150 бывает стоит. Здесь я видела там 70-80, если, да, там небольшой стаканчик. Но мы-то с собой все взяли, но я имею в виду, что в принципе здесь более-менее адекватная цена, и, соответственно, можно что-то и здесь купить. Но вот в авиапарке, я знаю, ценник чуть-чуть завышенный. Многие даже не ленятся пойти там непосредственно вот в торговый центр и что-то взять там. Нет, ну, конечно, многие покупают и в палатках, но там чуть-чуть подороже дело. Все это стоит. Поэтому хороший парк для отдыха, как в одиночку, так и с семьей. Тут он и аттракционы всякие есть. Достаточно зрелищно. То есть, в принципе, можно спокойно поехать на даже целый день, и не будет скучно. Чтобы как раз и посмотреть все, и погулять, и отдохнуть. Вот мы решили здесь посидеть, попить чайку в беседке. Вот так у нас классно проходит иногда время после занятий. Присоединяйтесь. А здесь цирк, и вот там вот верблюд. Собралась толпа, конечно, и не один, по-моему, он там, насколько я вижу. Вообще, по-моему, я впервые вижу вот так вот верблюда. Нет, в детстве-то, конечно, видела. Вот еще здесь, ну, тут вроде была вода, ее убрали или что-то такое, но вот. Здесь замечательное место. Ну, мы уже потихоньку заканчиваем свою прогулку. Какое необычное здание. В общем, потихоньку идем к метро. Впечатлений масса, сплошной позитив, настроение просто... Не, ну... Конечно, тут все этому способствует. И погода, и место, и главная компания. Я считаю, самая главная компания, когда с человеком приятно общаться, когда, ну, действительно, сколько мы уже лет друг друга знаем. Ну, в общем, кстати говоря, да, у меня занятия индивидуальные, стоят довольно бюджетно, и можно заниматься как у меня дома, потому что, вы знаете, у меня хороший балетный зал, так и в какой-нибудь студии арендовать. И это сейчас, слава богу, можно найти недорого. Вот. Так что присоединяйтесь. В общем, вот тут еще решила поснимать. По поводу занятий можете в Инстаграм, в директ написать. Я, наверное, еще поеду погулять. Ученица сейчас пойдет домой, потому что работа. А я, наверное, сегодня еще погуляю. Съезжу в авиапарк. Не знаю насчет дойду, но точно уж как бы доехать точно доеду. Но я еще подумаю, сейчас посмотрю по карте. Тут километров 10 примерно дойти. Для меня это не проблема, но пока не знаю. Смотря где придется идти. Захочу я там идти, нет? Потому как еще дома нужно монтировать видео. Я как-то вот об этом сейчас думаю. Выходим. Ну что ж, я спускаюсь в метро, Речной вокзал. Да, давненько я тут не была, конечно. Давненько. Раньше-то регулярно. Ну и уже в Арена Плаза зашла в туалет. Тут вот вся выставка, история такая. Динамо. Я говорила, что мне этот
торговый центр не понравился изначально, то есть он мне нравился внешне, а когда я зашла, он меня вроде как разочаровал. Но сейчас мне здесь очень комфортно, потому что здесь такая тема спорта, всего такого. Тут много спортивных магазинчиков. Тут еще танцевальная студия в ритме, школа танцев. Так что хорошее место. Ну, я обычно, когда гуляю от Новослободской, захожу сюда в туалет. Ну, здесь же есть и KFC, и Макдональдс, и Бургер Кинг. Кому что. И Перекресток, какие-то еще магазины. Туалеты здесь, кстати, очень хорошие, чистые, комфортные. Просто дальше, когда по направлению к парку идешь, там есть платный на улице туалет, и многие туда ломятся, не зная, что вот рядом бесплатные, более хорошего уровня. Ну вот решила здесь немножечко тоже вам поснимать, вдруг интересно. Сильно, конечно, я здесь не останавливаюсь, но тем не менее. С той стороны, конечно, тоже какие-то фотки. Но это я уже оставлю на следующее свое посещение. Не знаю, у меня просто такое хорошее сейчас настроение, что хочется еще гулять и гулять. И действительно пользоваться вот этими теплыми, комфортными деньками. Вспоминая жаркое лето и жутко холодную зиму, когда приходилось много сидеть дома. Пользуюсь возможностью. Я уже гуляю в авиапарке, парк Ходынское поле. Ну, тут, естественно, хоть и часто бываю, но я в восторге. А вам желаю здоровья, настроения. Всем пока-пока.